Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. Hi! Друзья, всем привет из Бангладеш! Сегодня мы побываем в древнем городе мечетей. А также отправимся на увлекательную рыбалку с помощью выдр. Мы снова с компанией Бангладеш Eco Adventures продолжаем наши приключения по Бангладешу. В этот раз по городу Кхулна. И сегодня с нами наш гид, который зовут Джерри. Джерри, nice to meet you, Джерри. Yes, we hope we enjoy this tour. Yes. Да, мы надеемся, что мы с Джерри получим удовольствие от этого тура, который, кстати, будет продолжаться целых 3 дня. То есть сегодняшнюю программу мы покажем в этом выпуске, остальные 2 дня смотрите наши следующие выпуски. И первое место, куда мы приехали, это одна из мечетей древнего города Багерхат. Эту мечеть называют мечеть 60 куполов. Пару слов о городе Багерхат. До недавнего времени это был затерянный город. Он был открыт лишь в 15 веке. Это город мечетей, которые расположены в различных местах. И вот в данном случае мы приехали в мечеть 60 куполов. Но на самом деле здесь не 60 куполов, а 77, как указано в источнике. Снаружи мечеть выглядит как огромное кирпичное здание, а внутри мы видим много небольших тонких колонн, которые разделяют пространство. Здесь в основном пространство для молитв, также есть небольшое медресе, учебная зона. Сейчас мы вышли из мечети и видели очень красивый пруд с красными лилиями. Помимо водных лилий, также мы обнаружили здесь дерево папайи. Плоды пока зеленые, но совсем скоро она будет спелая. Очень много местных детишек, и не только детишек, интересуются, откуда мы приехали, просят сделать фотографию. Сейчас мы общаемся с нашим гидом на предмет того, видел ли он бенгальского тигра в лесах Сундарбан, в котором мы путешествовали до этого. Посмотрите наш прошлый выпуск из круиза. Он был 5 раз и ни разу не встречался с бенгальским тигром. Но он утверждает, что во время медового сбора, который происходит в этих лесах в мае, можно увидеть бенгальского тигра. Но проверять мы не будем. Сейчас мы как раз решили попробовать местный фрукт, который как раз произрастает в лесах Сундарбан, рядом с этим местом. Для начала взяли одну из сердцевин этого фрукта, потом его порубили и внутри достали такую интересную массу, похожую на личи, либо на какой-то еще такой скользкий фрукт. Как по вкусу? Похоже на кокос, на мякоть кокоса, когда он еще не до конца созрел в сочности. Ну да, наверное. Да, как мякоть кокоса. Ну и за это удовольствие мы заплатим 10 така. Вот такой вот интересный фрукт, который называется гуль. Немного похож на дуриан. Кстати, передвигаемся мы на комфортабельном автомобиле с кондиционером, поэтому не испытываем никаких неудобств. Сейчас мы приехали в гробницу мавзолея хан Джахана. Это еще одно значимое место. Располагается оно в 6 километрах от прошлой мечети. И здесь мы тоже немного прогуляемся, посмотрим на ее убранство. From Russia. Both of you are from Russia? Yeah. Yeah, it is really nice. You need to see Tbilisi and Batumi. Yeah, absolutely. And Kazbegi. Kazbegi is very beautiful place with mountains, with snow. Ну вот видите, Тома рекламирует не только Россию, а еще и Грузию. Потому что он участвует в интернациональной программе и этим летом посетит Грузию. Видите, как много людей собралось, чтобы с нами поболтать, сделать фотографию, познакомиться, узнать, откуда мы. Но вернемся к нашей достопримечательности. Этот мавзолей привлекает многих паломников. В нем проводятся определенные церемонии.
И сейчас мы с Томочкой также поплываем внутри. Перед входом в мавзолей необходимо снимать обувь. Женщинам внутрь ходить нельзя, поэтому посмотрит этот примечательность только Кирилл. Да, насколько я понял, наш гид сказал, что в обычные дни женщинам можно посещать этот мавзолей, но сейчас, видимо, какие-то праздничные дни, поэтому только я. Внутри мавзолея мы видим гробницу. Взяли вкусный сочный кокос за 100 таков. Можно спуститься вниз по огромным ступенькам и увидеть здесь также большое озеро, в котором сейчас купаются местные, а по словам гида, раньше здесь плавали крокодилы, а сейчас остался лишь один крокодил. Не знаю уж, как наш гид вычислил этого одного крокодила, который здесь остался. Он говорит, здесь плавает один крокодил из Индии, но место на самом деле красивое. Местные здесь купаются, что-то начищают перышки, скажем так, и совсем не боятся крокодилов. Древний город Багирхат включает в себя около 360 зданий и мечетей. И сейчас мы пришли к одной из них. Она очень похожа на 60-купольную мечеть, но у нее всего лишь 9 куполов и более темный кирпич. По пруду, потому что нам сказали, что крокодил, который здесь обитает и привезенный из Индии, находится, возможно, здесь. Последний раз он был тут, но, возможно, он уже и уплыл. Около часа мы сейчас были в пути. А в данный момент ожидаем паром, чтобы переправиться на другую сторону реки на нашем автомобиле. Hello, brother. Hi, hi, How hi. are you? Very good. Where are you from? From Russia. Russia? Yeah. I like Russia. Put it. Вот так, друзья, видите, все дружелюбны. Будь то паром, будь то какая-то деревушка, будь то какая-то мечеть, достопримечательности. Вот сейчас забираемся наверх парома, чтобы посмотреть на лучший вид. What your name? My name is Fahim Sheikh. Fahim Sheikh. Okay, nice to meet you. My name is Kirill. Nice to meet you too. Nice to meet you. How are you? Very good, very good. Проехали еще, наверное, минут 30 на автомобиле. Шикарные виды открываются. И рисовые террасы, и пальмы. Конечно же, тут сразу вспоминается Бали. Но сейчас мы, друзья, в Бангладеш. Не забываем об этом. Сейчас мы находимся в одной из деревень, в районе, который называется Нарайл. И она знаменита своей культурной уникальной традицией, а именно ловля рыбы с помощью выдр. Эта профессия передается по наследству и имеет более чем вековую традицию. Сейчас мы находимся на реке, которая называется Читра, и будем наблюдать, как рыбаки ловят рыбу. Такие полудомашние выдры, которых здесь держат на поводке и отправляют в воду. Сейчас видела выдры, я даже не такими их представляла. Мне казалось, что у них лапки такие, знаете, как пальчиками, а у них они похожи на ласты. Наш гид рассказал, что эта техника ловли рыбы очень популярна в Китае. То ли была, то ли сейчас есть. Но в Бангладеш
как и во всем мире, не так много мест, где этой техникой пользуются. То есть эти выдры, они как полудомашние, на поводке. Их сейчас отправили в воду, но сами выдры рыбу не ловят. Они лишь пытаются заманить рыбу в сети, которые расставлены рядом с лодкой, на которой мы сейчас плывем. Такие маленькие шпионы. Сейчас мы видели, как рыбаки опускают сети, после чего выдры начинают нырять в воду. Они там ищут рыбу, либо пытаются ее как-то подманить в эти сети. После чего сеть разматывают и вытаскивают улов. Небольшие рыбки. Мелкая рыбешка какая-то заплыла в сети. Ее здесь назвали вот это вот catfish. What is it? Шримп? Вот такая вот маленький шримп. Маленькая креветка попалась в сети. Процесс ловли рыбы предельно понятен. Лодка очень медленно идет вдоль берега, по устью реки. Тут же вдоль берега они придерживают на поводке своих выдр. В данном случае это 2 особи. Я знаю, иногда бывает 4, 5, в общем, разное количество. И эти выдры, они как бы приманивают рыбу к сети, после чего рыбаки достают эти сети, смотрят, видят улов, несколько рыбок, складывают их, и все это дело повторяется еще раз. Конечно, это интересно смотреть на данную традицию и метод ловли, но, с другой стороны, мне немного жалко выдр. Я вижу, что они прям хотят вырваться на волю, купаться в этой речке самостоятельно. И мне кажется, что в первую очередь их мотивация вообще поймать для себя эту рыбу, потому что когда они достают сеть, они видят рыбку, и выдра прям начинает пищать, потому что он хочет съесть эту рыбку. Сейчас буду кормить этих милых выдр рыбкой, которую они поймали. Эта рыбалка сейчас была организована в формате туристической прогулки, то есть ради нас. А так рыбаки выезжают за рыбой либо поздно вечером, либо на рассвете. Тогда не так жарко и гораздо больше рыбы. Сейчас недалеко мы видим, также стоят лодки, в которых есть специальные корзины для выдр. Поэтому в этой деревне именно рыбачить с помощью выдр очень распространенное ремесло. Сейчас мы гуляем по деревушке, где проживают семьи этих рыбаков. И знаете, конечно же, у меня прям сердце сжимается от жалости, потому что я вижу голодных собак и раздетых детей. Сразу хочется всех собрать в кучу и накормить чем-нибудь. Но деревня, надо сказать, не маленькая, потому что здесь есть даже школа. Ну, здесь жизнь достаточно простая у этой семьи. Есть небольшой храм, где они молятся, пару кроватей. My name Kirill. Kirill. And your name? Bindu Bishash. My name is Bindu Bishash. Bindi. Bindi. Okay, nice. Bindi Bishash. Bindi Bishash. 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 Bindi Bishash. The Bishash are their title. It's a little bit difficult for us. Yes. I know. What's your name? My name Kirill. 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 Yeah, it's... Kirill. Кирилл. And what is your name? My name is Tamara. Тамара. It's easy. Тамара. Продолжаем нашу экскурсию по рыбацкой деревне в составе немногочисленной группы детей, а также взрослых. Hi. Все они очень приветливы, рады туристам, с удовольствием здороваются, узнают, откуда мы. В итоге рядом с нами уже почти вся деревня собралась. Hello, hello. Ну, а также рядом с нами зеленый попугай. Наш гид рассказал, что здесь живет порядка 350 семей, то есть около 600 людей. Hello.
Hadden. Hello. Oh, you are strong, Very man. strong, yes. Ну, обязательная процедура – это фотография на память с жителями деревни. Наш сегодняшний тур начался в 9 утра в городе Кхулна и заканчивается в городе Джессор, куда мы с вами приехали. Но на этом наше видео не заканчивается. Мы также вам покажем этот красивый новый отель, в который мы заселяемся. Jerry, thank you for this day. It was really amazing and interesting tour. So, hope we will see you tomorrow. We see you tomorrow, Yeah, yeah? of course, yes. Приветственный welcome drink. Ждали мы минут 5, пока нас заселят, и наконец-то поднимаемся в наш номер. Пока Кирилл обустраивается в комнате, хочу показать вам немножко территорию отеля. Пройдем на ресепшн. Здесь сразу же указан план всего отеля. Можно посмотреть. Здесь у нас есть ресторан 24/7, кафе, комната молитв, детская зона, зона багажа, конференц-холл. Также есть парикмахерская, игровая зона, VIP-номера и комнаты. Мы проживаем на 11 этаже. На ресепшене нас быстро зарегистрировали, угостили напитком приветственным и отдали ключи от номера. Сейчас прохожу в кафе, в ресторан. Здесь можно заказать кофе, чай, также покушать. Помимо этого здесь же будут проходить завтраки. И завтра мы с утра покажем вам, чем здесь угощают. Выходим на террасу. Здесь также можно поужинать. Так и называется этот ресторан. Lakeview Restaurant. Также рядом с ресепшеном есть магазин сувениров, где вы можете приобрести местные аутентичные товары. Здесь продолжается кафе. Можно посмотреть на стоимость кофе. Всего лишь 140 тако стоит эспрессо и капучино 198 тако. На стенах можно видеть картины жизни местных жителей. И еще одна терраса с видом на озеро. Здесь также можно посмотреть, что есть в отеле, на его территории. Сейчас я доехала до 10 этажа. Здесь находится просторный конференц-зал. Пройдем немного по коридорам, посмотрим на красивые атрибуты, на сувениры, которые здесь развешаны по всему отелю. Также здесь находится конференц-холл, то есть зона для выставок, но сейчас она закрыта и никого здесь нет. Теперь давайте пройдем в тренажерный зал. Здесь есть и коврик для йоги, и весы, беговая дорожка и еще несколько тренажеров с видом на небольшие пруды этого города. И сейчас давайте пройдем в наш номер. На нашем этаже находится галерея Майкла Мадхусудана. Это деятель Бангладеша. Даже вот есть такой интересный глиняный портрет. Ну и наша комната. Пройдем в наш номер. Он у нас достаточно просторный. Первое, что делаем, это вставляем карточку, чтобы включилось электричество. И вот мы с вами находимся в нашей комнате. Здесь большое зеркало, также есть холодильник, переносит питьевую воду, 2 кружки, 2 стаканчика, чтобы делать себе чай, наливать воду. Помимо этого есть чайник, есть фен, шкаф, где можно расположить все вещи. Также есть пледчики,
чтобы развесить полочки. Очень удобно. Единственное, что нет сейфа, но я думаю, что ничего страшного, потому что мы не сталкивались здесь с каким-нибудь воровством или чем-то подобным. Также здесь есть панель с телевизором, рабочий стол, стул. Хорошо работает интернет. Здесь у нас 2 односпальные кровати. Есть также кресло, небольшой столик, прикроватная тумбочка. И здесь работает ресторанный сервис 24/7, поэтому можно заказать в любое время себе еду в номер, либо покушать в ресторане. Цены очень низкие, здесь и салатики по 250 тако, и горячие блюда по 400, поэтому голодными вы даже ночью не останетесь. Самое красивое в нашем номере – это, конечно же, его терраса. Тем более сейчас время заката почти. Красиво светит солнышко, видны прудики и небольшой город. По нему мы гулять не будем, потому что там нет каких-то достопримечательностей, все более локальное, а отдохнем в нашем отеле. И завтра приступим к новым приключениям. Еще одну комнату, которую я не показала, это туалет, раковина с большой столешницей, где можно расположить всю косметику, и душ. У нас наступил уже следующий день. Мы пришли на завтрак в отель. Давайте покажу вам, что здесь есть. Итак, здесь есть что-то вроде пудинга, либо каша, французские тосты, макароны, яйца. Тоже что-то неизведанное в карри соусе. Потом дальше здесь у нас есть картошка с овощами, лепешки, фрукты в виде бананов. Можно сделать тосты, джем, хлопья, молоко. Здесь у нас что-то вроде непонятного бульончика. Чай, кофе, сок. Вот, собственно говоря, наш сегодняшний завтрак. Ребята, напишите в комментариях, ожидали ли вы, что Бангладеш такой разный. А мы продолжим знакомиться с этой страной уже в следующем выпуске. Не забывайте поставить лайк и подписаться на наш канал, если еще не подписаны. Всем до новых встреч. Всем пока. Всем пока, ребята.